Манга «Токийские мстители» своим названием обещала нам некую месть в антураже японской столицы. Но вместо этого дарит нам путешествие во времени, раскрытие жанра фурё, то есть хулиганскую и бунтарскую культуру, а также конфликты между боссудзуку, байкерскими бандами, чей рассвет пришелся на середину 70-х годов. Подобных бандитов часто сравнивали с театральными актерами. Они воспринимали свою жизнь как одно большое грандиозное представление. Живя под лозунгом «Живи быстро, умри молодым», банды делили территории, совершали различные преступления и очень много дрались друг с другом. Многие из них откисали, еще больше попадало в тюрьму, и там они познавали все прелести тюремной жизни. Главный герой токийских мстителей, Такемучи, не понаслышке знаком с подобной жизнью. Пока он учился в школе, он отчаянно пытался пробиться вверх по бандитской иерархии, но по итогу вполне успешно скатывался в самый ее низ. Будучи попущенным и став жалкой шестеркой, он познает все прелести рабской жизни. Эти события сильно деформируют психику молодого Такемучи, из-за чего после школы он вырастает в обычного, вечно трясущегося от страха Нормиса. Неудачник, абсолютно потерянный в жизни человек. Ему только и остается, что вечно извиняться перед другими и перед самим собой. Извините. Sorry for what? К самой первой странице мангака знакомит нас с этим бедным главным героем, который на деле является одним из самых сильных, человечных и реалистичных персонажей. Чиля в своей засранной квартире, не волнуйся, мы никому не скажем, как ты живешь, Такемучи неожиданно узнает, что его бывшая девушка Тачибана Хината погибает в ходе разборок между токийскими бандами. Эта новость пробуждает в нашем главном герое вопросы саморефлексии. Кто я? Чем я занимаюсь? Почему я живу как бомж? Где же я в этой жизни облажался? В этот момент кто-то из толпы замечает сгрустнувшего Такемучи и милосердно сталкивает его под проходящий поезд. Как вы знаете, японцы после смерти не умирают. Они либо перерождаются, либо попадают в исекай, или попадают в прошлое. Наш главный герой не оказывается исключением. Он откатывается на 12 лет назад, когда он был учеником средней школы, то есть перемещается во времени. Интересно, когда я пропустил тот момент, когда подобные перемещения перестали вызывать удивление. Серьезно, очнувшись после смерти, я не буду охреневать, а сразу проверю текущий левел и пойду качаться на моба. Слегка так кринжанув от своего внешнего вида, он начинает осваиваться с новым старым миром. Это освоение заканчивается достаточно быстро. Ему самому и его друзьям быстро указывают на место у параши местные старшие бандиты. Жестоко избив нашего героя, его ставят на карандаш как шестерку местной банды Свастонов. Для старого и нового Такемучи это было поворотным моментом жизни. Чтобы лучше понять это событие, попробуйте вспомнить то чувство, когда в первый раз осознаете себя в этом мире. То иррациональное ощущение, когда вы понимаете, чего вы стоите и какое место вы занимаете в иерархии. Может быть, вы — это альфа, которая опьянела, впервые осознав свою власть над другими людьми. Или же омега, который понял, что нужно забиться как можно глубже. А может, наоборот, не смирился с судьбой и решил бороться до конца. Человеческое общество — это джунгли, и законы тут соответствующие. Жизнь так или иначе заставляет нас понять, кто мы, и назначить нам место в ее системе. Так и Такемучи. В момент жестокости и доминирования над ним более сильных представителей своего вида понимает, что для него все кончено. А точнее, понимал, потому что в этот раз ничего не кончено. Главный герой вспоминает свою бывшую девушку Тачибану. Снова встретив ее, спустя много-много лет, в нем пробуждаются те чувства, что когда-то в нем подавлял подростковый максимализм. В детстве он не ценил свою девушку и не ставил ее на первое место, что в итоге привело к их будущему расставанию. Стоит отметить, что Тачибана — это не принцесса в замке, которую нужно вечно спасать. Это сильная и мужественная девушка, которая по какой-то никому неизвестной причине полюбила такого дурачка, как старая гопник-версия Такемучи. Помните, парни, что главное в женщинах — это душа.
Заново осознав как любовь к Тачибане, так и ее смерть в будущем, Такемучи решает устроить тайм-парадокс и во что бы то ни стало спасти свою девушку. В этом ему помогает брат Тачибаны, Наото. Оказывается, что если они с главным героем пожмут друг другу руки, то Такемучи снова перемещается во времени, но на этот раз вперед, в свое обычное состояние. Объединившись со взрослой версией Наото, который в будущем стал детективом, они решили, что ключ к спасению Тачибаны лежит в разрушении группировки Свастонов. Именно они в будущем виноваты в ее смерти, и если их не будет, то ей ничего не будет угрожать. В манге тема с перемещениями во времени — это самый слабый и непроработанный элемент сюжета. Мангака очень слабо следит за различными тонкостями и превратностями таких манипуляций с реальностью и плохо отражает их последствия. Например, почему именно рукопожатие и именно с Наото является триггером для прыжка? Мы чего-то не знаем? Это какая-то мужская магия? Или почему, когда Такемучи покидает свое тело в будущем, его тело днями лежит в комнате Наото в коме? Возможно, он где-то там прячет систему жизнеобеспечения и свое медицинское образование, но это что-то крайне сомнительно. Но этот минус не является реально каким-то существенным. Все основные действия происходят именно в прошлом, а манипуляции со временем служат лишь инструментом, чтобы это прошлое нам показать. А также то, как уже сформировавшаяся личность, куда более критичная к себе и к окружающему миру, пытается бороться со старыми подростковыми трудностями. К тому же, мангака ввел перемещение во времени только потому, что не знал, что происходит в мире Босудзуку на данный момент. Зато прекрасно знал, как все было устроено в начале нулевых. Он сам был в то время подростком и местным бандитом, так что ему не составляло труда передать антураж того времени. Став шестеркой у Свастонов, герою приходится быть гладиатором в подпольных боях. Хотя они вообще не подпольные и как будто всем пофиг, чем занимаются подростки у себя в парках. Бандитами заправляет местный главарь Кийомаса. Ему, кстати, 15 лет. С Такемучи у них отношения сразу не сложились. И Кийомаса сразу же очень жестоко пресекает попытки главного героя выйти на главарей Свастонов. Хрупкие корни надежды снова безжалостно выдираются. И наш главный герой погружается в глубины отчаяния. Но совсем не опустить руки ему помогает Тачибана. Она поддерживает его и напоминает ему о его важной миссии. В будущем они еще не раз будут спасать друг друга. Взбодрившись, Такемучи решает сломать систему. На следующих подпольных боях он решает вызвать на бой не кого-нибудь, а самого сильного подростка на районе, Кийомасу. Тут начинает происходить невероятное. Такемучи раскрывает свой истинный потенциал, вспоминает уроки Баки, Асуры, а затем морально и физически уничтожает своего врага. Но на самом деле главный герой снова проигрывает. Точнее, у него не было даже шанса на победу. Все, что он мог, это вставать снова и снова, доказывая словами и делом свою решимость. Дело практически начинает принимать самый плохой оборот. Но в этот момент на сцене появляются две Deus Ex машины, глава Свастонов и его правая рука. Главу зовут Майки. Непобедимый, безумно сильный и могущественный лидер банды. Второй — это Даракен, правая рука Майки и его лучший друг. Автор «Токийских мстителей» Кен Вакуи может и умеет придавать своим персонажам уникальную и выделяющуюся внешность. В отличие от многих мангак, которые слабо представляют, как сделать запоминающийся образ героя, Вакуи мастерски из раза в раз придумывает классную и примечательную внешность для персонажей. Это один из основных гигантских плюсов манги, особенно учитывая количество действующих лиц. Тут даже на фонах ноунеймов приятно поразглядывать. Кто во что одет, какие прически носит, как он проявляет свою индивидуальность. Нередко сразу по одежде можно узнать важных действующих лиц, на кого сразу стоит обратить внимание и так далее. Стоит добавить, что герои не стесняются активно проявлять эмоции, красноречивые взгляды, кровожадные и миролюбивые улыбки, грусть, страх, ненависть и радость. Персонажи в манге — это не пластилиновые куклы. За их эмоциями приятно и интересно наблюдать.
Также «Токийские мстители» — это один из немногих примеров, в которых сложно узнать главного героя по внешности. Если незнакомому с этой работой человеку показать всех персонажей манги и попросить указать на главного героя, то Токимучи вряд ли кто-то признает. И интересный факт. Создается даже впечатление, что Вакуи, как и Араки-сенсей, автор Джоджо, рисует, обмазавшись модными журналами, из которых черпает примеры и референсы. И это круто и правильно. Невозможно постоянно самому что-то генерировать, да и на заимствование читатель редко обращает внимание. Лидеры свастонов, Майки и Дракен, избив Кюамасу, весьма жестоко закрывают подпольные бои. Но сюда они пришли вовсе не для этого. Внимание эксцентричного Майки привлек избитый Токимучи. Майки, будучи окруженный подхалимами, бандитами и прочими не очень-то хорошими людьми, находят в Токимучи волевого, храброго и сильного человека. Для лидера банды такое оказалось, если не в новинку, то крайне редким сочетанием качеств для человека. Привыкнув получать все, что он захочет, Майки нарекает нашего главного героя своим другом. Так начинается Одиссея Токимучи по событиям своей прошлой жизни. Ему предстоит подружиться с лидерами свастонов и понять, что это далеко не плохие люди. Предстоит осознать, что причины будущих трагических событий — это целый айсберг, огромная паутина взаимосвязанных событий, из которых практически невозможно найти выход. Токимучи заведет новые знакомства и с ними новые проблемы. Попадет в массу опасных и даже смертельно опасных событий, из которых ему нужно будет спасти как себя, так и дорогих ему людей. Манга изобилует множеством интересных, неординарных событий. Тут вам и бои банд, практически дворцовые интриги, столкновения харизматичных и физически сильных персонажей, неожиданные повороты сюжета и трагические события, которые второй раз изменить уже не получится. И тут вы можете меня спросить: слушай, а в манге вроде бы все хорошо, и сеттинг интересный, и персонажи, и интрига со спасением Тачибаны, наподобие Вратштайнера. Но, а почему главный герой настолько лох? Может быть, он потом прокачается и станет сильнее? Нет, не будет никаких тренировок, левел-апов, бустов и так далее. Он так и останется физически слабым. Тогда он получит какую-нибудь интересную и неординарную способность. Он же умеет перемещаться во времени. Так что ему мешает еще что-нибудь уметь? Нет, тоже нет. Никаких способностей, никаких умений, никаких читов. Хорошо. Тогда, может быть, он станет очень умным или проницательным. Будет продумывать планы, возьмет на себя роль стратега в банде. И снова нет. Токимучи как был дурачком, так и останется. Никаких гениальных решений он предлагать не будет. Тогда зачем нужен такой герой? И это будет самым правильным вопросом. Для чего такие персонажи на передних ролях вообще могут существовать? Для кого они придуманы? Кому они интересны? Ответ на все это кроется, не хочу быть банальным, но похожести этих персонажей на своих читателей или зрителей. Слабы, без каких-то серьезных способностей, физически, морально, умственно. Такие персонажи, как Токимучи, это типичный пример ущербного героя, который ничего не может, ничего не умеет, никак не может повлиять на ситуацию. Это девиантный персонаж. Он может только плакать, скулить, молить о пощаде, извиняться. Такие примеры персонажей мы с вами не хотим видеть. У нас самих куча проблем. Мы погружены в свои собственные комплексы, проблемы и недостатки. Мы находимся в постоянном состоянии самокритики. И когда мы читаем какую-то литературу, смотрим фильмы, аниме, сериалы, то хотим видеть там тех, с кого мы можем взять пример. Тех, кто лучше нас, сильнее, женственнее или мужественнее, красивее или умнее. Мы жаждем оторвать кусок от их пирога, заиметь хоть одно из их достоинств, стать лучше, чем мы есть сейчас. Но ведь стоит помнить, что мы нормальны. Какие-то выделяющиеся люди — это громкое большинство, которое невольно обращает на себя внимание. И это я еще молчу про тех, у кого ничего нет и только притворяется значимой выдающейся личностью. Токимучи вызывает легкое раздражение, какое-то пренебрежение. Он отталкивает тем, что он как раз нормальный. Но тут же он привлекает нас тем, что нормальный человек способен взять себя в руки, сломать себя и бороться со своими комплексами, со своей слабостью и никчемностью. Токимучи за всю мангу не делает ничего из того, что не смог бы любой из нас. Да, он боится. Да, он плачет.
Да, он часто сдается, но в итоге он снова и снова бьется об непреодолимую стену и понемногу ломает систему. Систему, в которой только успешные получают результат. Своими поступками и решимостью он также привлекает других людей, которые устали от грязи и прогнившего общества. Они видят в таких людях, как Такемучи, опору, надежду на лучшее, преданного любящего друга, на которого можно положиться. Главный герой воспринимается в штыки, не развивающийся, деструктивный, никчемный. На деле же, если задуматься, то каждое его самопожертвование — это кирпич в фундамент крепкой и смелой личности, которую Такемучи стал строить после того, как попал в прошлое. Главный герой является мечтой и тайным желанием мангаки токийских мстителей. В нем он видит себя самого, который все свое детство и юношество занимался полной ерундой, а по итогу вырос в совершенно бесполезного человека. Такемучи, как и автор, не владеет какими-то способностями, поэтому им эту способность было необходимо создать самим. Способность никогда не сдаваться и раз за разом перешагивать себя, преодолевать унижение и проигрыш, переступать через боль, постоянные избиения и даже смертельную опасность. Научиться смотреть сверху вниз на неудачи, научиться решать невыполнимые, казалось бы, задачи. Понять, что даже обычный человек способен бороться с судьбой и сильными мира сего. Важно понять, что Такемучи не является каким-то исключением из правил. Слабые, деструктивные герои постепенно появляются в манге, аниме, сериалах и фильмах. Пока это все на стадии экспериментов. Публика очень строго и агрессивно реагирует на дефектность главного героя. Авторы не рискуют делать доброго, чувствительного, необычного героя и совсем не давать ему никаких способностей. Хорошим примером можно вспомнить Клинок, рассекающий демонов. Тут дело не в силе главного героя, она у него есть. Самым порицаемым моментом во всем сюжете является то, что он сопереживает всем демонам, что встречаются на его пути. Проявление эмпатии к своим врагам стало предметом для шуток, какой-то необычной деструктивной особенностью, которая делает героя хуже в глазах определенных людей. Дело в том, что поведение такое — это признак слабости в реальном мире. У нас принято шагать через трупы, а не оборачиваться и помогать ближнему. Также можно вспомнить рейтинг короля. Главный герой — это нежный, добрый, глухонемой мальчик. Всю первую часть сюжета он никчемный принц, над которым смеется его же собственный народ. Кроха, которая не может никого защитить или возглавить, и в которого не верят даже самые близкие люди. В первых главах над ним даже банально издеваются. Да, потом он получает силу, но для этого ему предстоит пережить очень много трудностей и бед. Если брать творчество, нацеленное на более массовую аудиторию, то лучшим примером станет главный герой фантастических тварей — Ньют Саламандр. За последнее время в кинематографе Ньют — это один из самых порицаемых и нелюбимых персонажей. И все из-за своей нестандартной, миловидной и немужественной внешности, объективного поведения, необычного способа вести себя, слабохарактерности, замкнутости, какой-то юродивости. Ньют — это человек со странными увлечениями, оторванный от обычного течения жизни, общества, моды и мемов. У него своя тихая жизнь, и он лишь невольно, как и Такемучи, становится главным героем в большой и сложной истории. Do you know why I admire you, Newt? What? More perhaps than any man I know. You do not seek power or popularity. You simply ask, is a thing right in itself? If it is, you do it no matter the cost. Они с Такемучи дают своему зрителю, точнее тем, кто хочет это увидеть, прекрасный, лучший, самый реалистичный пример для подражания из всех возможных. Предоставляют сильную ролевую модель, на которую можно равняться, не имея при этом никаких особых способностей. Более того, они дают нам еще один важный урок. Мы все находимся в самой агрессивной обстановке из всех возможных, в социуме. Yes, Mr. Kowalski. So they're currently in alien terrain, surrounded by millions of the most vicious creatures on the planet. Humans.
Если ты слаб, то чтобы выжить в нем, не обязательно становиться уродом, злодеем и убийцей. Нужно понемногу меняться, работать над своими недостатками, решать свои проблемы и усиливать все те плюсы, которые ты уже имеешь. Я прекрасно понимаю, что все это дико неприятно, сложно. Часто мысли об этом, об изменениях в борьбе окунают головой в отчаяние. Задача кажется невозможной, непреодолимой, но важно помнить, что кто ничего не делает, тот не ошибается. А ошибки — это нормально. Lally said something earlier about most of us being ultimately imperfect. But even if we make mistakes and terrible things, we can try to make things right. And that's what matters. Trying. Ньют пытается справиться с синдромом самозванца. Пытается осознать, что даже ему, такому чудаку, в этом агрессивном мире есть место. Более того, он может быть его героем. Такимучи же постоянно борется с мыслью о том, что обязательно проиграет. Но постоянно снова встает, борется за своих друзей, пытается стать кем-то, кто не похож на него в будущем. Стать кем-то, кем и мы бы хотели стать. Героями своей собственной истории. Пишите в комментариях о том, как вы относитесь к подобным героям. Согласны вы с моим мнением или нет? Также не забывайте заходить на вкладку сообщества на моем канале. Хорошей манги!